Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, перед вами копия статуи Бога Арьев, Бога света, истины, того, кто дал человечеству знание и справедливость. И звали этого Бога Ахура Мазда. Армяне называют его Арамазд. Грузины называют его Армази. Индусы называют его Вишну. И прочее, прочее. Так до бесконечности. Тот самый верховный Бог. У каждого народа, называемый по-своему, но суть от этого не меняется. Тот, который создал Ахуров, богов, младших богов. Тот, который создал стражников вечности и силу справедливости. Про Ахура Мазду я провела целую лекцию и в конце дала вам ритуал защиты Ахура Мазды. Один из самых светлых и достойных религий человечества, которое когда-либо существовало. Зороастризм. Жаль, что уступило место фанатичным, неразумным людям, когда когда-то эта религия руководствовалась справедливостью, законами мироздания и природы. К сожалению, человек невежественный. Мне иногда хочется буквально убежать в лес куда-нибудь и там жить, потому что, видя, какое невежество царит вокруг меня, мне становится страшно. Один из армянских философов средних веков, даже написав книгу, назвал таким образом: «Для невежд». Ой, не для невежд, извиняюсь. Не для невежд. Невежды были во все времена. Это не только зависть, это не только людская тупость, ограниченность, недалекость, малодушие. Это темная душа. Дорогие друзья, невежды были всегда, но сейчас их особенно много. Когда ребенок рождается осознанно, когда родители любят друг друга, когда родители сильны морально, духовно, когда род сильный, во время их соития выходит в космос, в астральный мир особый луч энергии, хватает оттуда душу и спускает в чрево женщины. Вот так происходит зачатие ребенка. И если люди сильны морально, если люди представители сильных родов, то этот луч, этот энергетический луч, он настолько силен, он настолько насыщен, что он берет душу из высшего астрала, то есть душу высокой планки, и спускает вниз, и рождается человек достойный. Каждого ребенка можно научить, но не каждый ребенок становится талантливым или гениальным, понимаете? Дети равные рождаются, по сути, внешне, но в них заложена либо человек высшая сущность, либо низкая сущность. И это не имеет, то есть это никак не объясняется ни внешностью, ни красотой, ни чем-то, даже не здоровьем или болезнями. Нет. Там какая сущность сидит, та сущность и будет отдавать миру, что может, что имеет, что у него есть. Либо черноту, либо свет. И вот чем дальше человечество развивается, чем дальше идет, это развивается в кавычках, тем меньше осознанных зачатий, понимаете? Осознанных зачатий мало. Ну вот как бы по залету так получилось, но
вроде баба неплохая, ну, раз уж забеременела, ладно уж, женюсь. А здесь не было любви, не было привязанности. И, естественно, во время вот этого соития, единения, вот эта энергия, энергетический луч, который возьмет душу и приведет в чрево матери, он слабый, и он хватает ту душу, до которой может дотянуться из нижнего астрала. Рождается красивый, хороший человек, вроде бы, интересный, такой маленький, но со временем замечают, что внутри него нечто гнилое, нечто не очень хорошее. И вот чем дальше человечество неосознанно относится к браку, к любви, к семье, тем больше будут рождаться невежды. Потому что их души берутся из нижнего астрала и спускаются вниз. Это очень страшно. Это очень страшно, когда ты живешь в век абсолютного невежества. А мы практически в такой век и живем. Сейчас умному человеку очень тяжело жить. Есть люди, которые долгое время смотрят твой канал, вроде все знают и спрашивают, и результаты получают, и счастливы, а потом такую тупость сморозят, что просто волосы дыбом. Такой примитив они скажут. Люди, которые видят, скажем так, твое превосходство, не то, чтобы они хотели равняться тебе, не то, чтобы они тоже хотели свои победы, свои достижения иметь в своей жизни. Нет, они хотят, чтобы тебя не стало. Не говорят они, вот я тоже хочу, я тоже буду делать, чтобы и у меня было. Нет, они говорят так, пусть у нее ничего не будет, вот тогда мне будет хорошо. Это касается любого человека. Век невежества, ты всегда мишень. Иногда бывает такая абсолютная тупость, что не хочется отвечать, не хочется ничего говорить. Всякие там чайники с золотыми зубами сидят, вещают о Царстве Божьем, о том, что вот сегодня я буквально прочитала, человек говорит, вот там какие-то духи подразделяют, ангелы Божьи и демоны самые страшные, низменные. И я, говорит, вопрос задала, с чего это демоны должны быть самые низменные, если даймоны переводятся как божество. Это изначальные древние боги. Даймоны, божества. И, естественно, тут же на нее напали, потому что мы живем в век невежества. Сейчас можно втирать народу что угодно. Превратились в стадо. Страшно, дорогие друзья, очень. Подходите осознанно к рождению своих детей. Подходите осознанно. Пускай лучше пусть этот ребенок будет, знаете, от случайной любви, чем от абсолютно бесчувственных отношений. Потому что много людей в истории человечества, рожденных от случайной любви, иногда превосходят многих гениев. Там важен аспект, важно, чтобы люди в этот момент любили друг друга, чтобы они действительно были одно целое. Вот тогда они дают потомство. Только одно меня утешает в этом мире, что приходит вот эта чистка, уже с этого года начинает идет чистка, и вымирают роды. Вымирают роды. Я скажу жестокую вещь, но я считаю, что тупой человек, ограниченный человек не имеет права жить на земле. Он занимает место зря. Пусть он уходит и приходит человек нужный. Ограниченный, тупой человек, страшнее таких людей просто в мире не существует. Таких людей можно вести за собой, таких людей можно сделать фанатиками, таких людей можно уговорить на убийство, на геноциды, на что хотите. Ограниченные, малодушные существа способны на все. Особенно, когда внутри них зависть, и в их руках оружие, а перед ними безоружный, очень умный, гениальный, талантливый человек. И они, показывая свою власть, понимаете, они упиваются этой властью. Вот что ты мне сделаешь? Вот я тебя связал и хочу голову отрежу, хочу тебя буду мучить, все что угодно. Он ограничен, в нем нет милосердия, в нем нет великодушия. Мы катимся в бездну. Потому что если мы будем помнить и читать, даже в древние времена существовал кодекс воина. Человека, взятого в плен
не мучили, издевались. Выражение было пленник священен. То есть все, человек уже побежден, дальше этого не нужно ничего. Кровожадность, то есть не ценилось, не считалось нечто таким, знаете, нужным, что ли. Это был удел трусов. А сейчас мы пришли в то время, когда женщины спокойно открывают двери, показывают, как они получили квартиры от любовников, не стесняясь этого, что это не их достижение как-то. Хотя бы молчали. Женщины открывают шкафы. Вот мои трусы за 15 тысяч долларов. Вот это, вот это. Нет, я не работаю ни один день. И дети смотрят на это. И для детей это становится примером. Вот, оказывается, вон тетенька ничего не делает, а просто так кое-чем занимается, и вот живет хорошо. А зачем мне работать, к чему-то стремиться? Скажем так, незрелый ум ребенка уже впитывает, что в этой жизни хорошо живет тот, кто грязный, но и бессовестный, и может спокойно, то есть, брать от жизни, что хочет. И что страдает всегда человек, который имеет совесть, имеет честь, ему тяжелее жить в этом мире. Я к чему веду? К тому, что мы своими руками уничтожили те религии, которые в человеке поддерживали эту искру истины, понимаете? Мы сами уничтожили. Мы допустили до себя фанатичные религии без милосердия, без жалости друг к другу. Священный газоват, убивать всех неверных, то есть христиан. Крестовый поход, убивать всех мусульман. Не испытывая жалости друг к другу, не думая, что у каждого из них есть семья. Мы убиваем друг друга 2000 лет во имя Бога какого-то. И никто не задумался, разве нам нужен тот Бог, который нам говорит, иди убивай собрата своего, только потому что он не так молится. Вот времена ариев, религия ариев. Один из великих пророков, Заратуштра. Так и называется он в Авесте, поэтому его так и произносим, поскольку различные есть произношения. В любом случае, Зараастр называли его армяне и греки. Заратустра или Заратуштра, в основном на Востоке так и звучит. Зороастризм или маздеизм, вот эту религию создал человек, пророк. Я сейчас буду повторять в ритуале те слова, которые поразительно похожи на некоторые слова, произносимые целой религией. Откуда это пришло? Из Древней Персии. Переписано оттуда, взято. И что такое намаз? Не что иное, как приветствие солнца. Каждое утро. Утром приветствовали солнце. В 12 дня, когда солнце в зените, и когда солнце уходило вечером. Намаз, намаха, приветствие. Если кто-нибудь увлекается, любит, скажем, медитацией, да, и древние такие песнопения, скажем так, как они еще называются, ладно, уже забыла, на хинди или на более древних таких наречиях, они часто слышат это слово намаха. Приветствую тебя. Сначала человек целует землю, благодарит землю за все блага, которые земля дарит, потому что земля – пристанище тел предков. Потом человек поднимает голову, смотрит на восток, благодарит восточную сторону, смотрит на запад, благодарит западную сторону, смотрит наверх, благодарит небеса. Потом руками вот так создает чашу. Туда спускается энергия, и эта энергия себя осеняет, мажет себе в лицо. Вот все действие намаза, намаха, я приветствую богов и солнца. Об этом и говорит. Каждое утро великая иранская держава просыпалась от труб. Звенели трубы. Люди готовились к утреннему намаха, приветствию солнца. Они стелили коврики, значит, опускались на колени и начинали целовать
землю, а потом поднимали глаза на небеса, а потом собирали, как чашу, в руки собирали энергию и осеняли этой энергией себя. Вот и все действие. И говорили в Древней Персии: велик Бог Ахура-Мазда и Заратуштра, пророк его. Ничего не напоминает? И в древних изображениях вот палец вверх, показывающий, что там есть божество, это тоже пришло оттуда. Ничего нового ни одна религия не придумала. Переписали старые на себя. Вот и все. Итак, для чего этот ритуал? Если вы не знаете, если вы потерялись, если вы не знаете, как найти дорогу, истину в жизни, что делать, как себя понять, как выйти из трудной критической ситуации, если вас травит, если у вас в жизни трудности, если у вас ребенок болен, и врачи не могут понять, что происходит, попросите пророка Заратуштра. А в конце попросите своими словами, говорите ситуацию. Пожалуйста, очень прошу тупых баб не писать мне, а можно этот ритуал для возврата мужа? Я вас умоляю, не пишите. Я сегодня уже, наверное, человек 200 занесла в черный список. Я больше с вами воевать не хочу и не буду. Я просто заношу в черный список, молча. Я не хочу тратить на вас свои нервы, вы этого не стоите. Нет, это не для возврата мужиков. Сначала произносите текст древнего гимна. Сначала произносите слова гимна. Естественно, весь гимн не нужно произносить, но малую часть напечатаем, и она обладает особой силой, усиливает то, что вы хотите. Это как открыватель врат, понимаете, как открывает перекрестки, открывает дорогу, по которому ваша мольба, просьба дойдет до великого пророка, создателя зороастризма. Спросил Ахура-Мазду с Питама Заратуштра: скажи мне, Дух Святейший, Создатель жизни плотской, что из святого слова и самое могучее, и самое победное, и наиблагодатное, что действеннее всего, и что победоноснее, что всего целебнее, что сокрушает больше вражду людей и девов, что в этом плотском мире есть мысль проникновенная, что в этом мире плотском отдохновенный дух. Ахура-Мазда молвил: мое-то будет имя с Питама Заратуштра, святых бессмертных имя, из слов святой молитвы. Оно всего мощнее, оно всего победнее, и наиблагодатнее, и действеннее всего. Итак, произносите слова гимна, потом приступайте к молитве, к мольбе, к просьбе, к обращению к великому пророку Заратуштра. Здесь есть несколько слов на фарси, но в основном в традиции обращения того времени создан этот ритуал. И я сказала, для каких случаев. Он очень действенный. Он может просто человека вытащить из бездны, если у него выхода нет. О великий пророк, дарующий свет истины, освети мне дорогу, дай найти свою истину. Приведи меня к великой мечте. Я подниму глаза к небесам и скажу: велик Бог Ахура-Мазда и Заратуштра, пророк его. Худой бузург Ахура-Мазда, чивидони нури хакикато. О великий пророк Заратуштра, ты стоишь на страже спасения душ, ты даруешь свет истины, ты источник правды и милосердия. Помоги мне сейчас. Укажи мне путь. Велик Бог Ахура-Мазда и Заратуштра, пророк его. Худой
Бузург Ахурамазда, Чавидони Нури Хакикато. О пророк великого Бога, приди мне на помощь. Я с почтением произношу Твое святое имя. Даруй мне свою благосклонность. Велик Бог Ахурамазда, и Заратуштра пророк его. Худой и Бузург Ахурамазда, Чивидони Нури Хакикато. И поднимутся ветра с 4 сторон света, и донесут мой голос на крыльях своих к вратам вечности, к Твоей обители, и Ты меня услышишь и поможешь. Будь благословенен, великий пророк вечного Бога. Велик Бог Ахурамазда, и Заратуштра пророк его. Велик Бог Ахурамазда, и Заратуштра пророк его. Велик Бог Ахурамазда, и Заратуштра пророк его. И мольба моя да будет услышана Тобою. Истинно так. Свет, свет и вечный свет.